Всем привет! Вот сегодня выходной день, прекрасная погода. И я, как всегда, в такие погоды, я, как всегда, воспользовался случаем, чтобы пойти погулять по лесу. То есть небольшой такой пеший поход. В этот раз набрал с собой оборудование. Хочу вам немного рассказать, показать. Также приготовить вкусное блюдо прямо в походе. Так что продолжаем. Сейчас я вам покажу, как тут все выглядит. То есть вот такой вот лес. Он смешанный, хвойный, лиственный. Вот елки стоят. Просто великолепие. Где-то вдалеке слышны машины, но в основном слышно, конечно, птиц. Итак, сейчас около 10 часов утра. Солнышко только поднимается кверху, хорошо, еще не очень жарко. Ну, я прошагаю, думаю, часа 2 минимум. В ушах у меня аудиокнига говорит, поэтому не скучно. И в одном ухе только, а другим ухом я слушаю птиц. Я вам поставлю их попозже чуть. Вот я уже иду и присматриваю место для того, чтобы сделать обед. Ох, жарко. Развернусь немного против солнца, чтобы лучше меня было видно. Ну, слышите, да, как птицы поют? К сожалению, сейчас не могу развернуть камеру. Но ничего, сейчас найду местечко какое-нибудь и расскажу, почему, как можно гулять по лесам. Да, кстати, пока не забыл, по лесам можно спокойно гулять. По крайней мере, в нашей части Германии. И тому свидетельствует большое количество тропок, стоянок возле этих тропок. Специальные есть дорожки, которые тянутся маршрутами на многие километры. И есть даже такие пути паломнические. У меня есть знакомая уже в возрасте женщина, достаточно таки. И она пешком проделала какой-то путь, порядка 600 километров, что ли. Так что, если будете в Германии, не беспокойтесь, гуляйте. Единственное, что не жгите костры и не мусорите. Мусорить, я скажу отдельно про мусорение, но обратите на это внимание, чтобы сохранять чистоту. Вот еще одно подтверждение, то, что гулять можно, и многие это делают, бегают, с собаками гуляют. Вот дорожка, а вот, пожалуйста, вам скамейка. Кто устал, может присесть, отдохнуть, посмотреть на вид. С другой стороны там находится поселок. Машины ездят, дома стоят. Так что очень тяжело найти место, где нету действительно людей где-то в радиусе пару километров в Германии. Существует, насколько я знаю, пару лесов всего. А так молодая зелень, сочная, красивая. Вот зашел я внутрь, вглубь, с тропинки. И вот остатки вышки. Это необходимо вышки специально из-за безопасности, чтобы стрелять всегда сверху вниз. И тогда патрон, вернее пуля не улетит далеко. Максимум вот до пригорка. Все сделано в целях безопасности. Вот я нашел место, где сейчас буду располагаться. Расставлю камеры, потому что сейчас снимаю на телефон. И покажу вам местность. Да, здесь немного меньше всякой зелени и тому подобное, но это хорошо, потому что можно здесь будет развести не огонь, а и воспользоваться горелкой. Почему, расскажу. Нашел я это местечко и расскажу немного про что, как, почему. Я уже в заставке немножко сказал, что не стоит жечь костров. Действительно это так. То есть разведение открытого костра в лесах в Германии запрещено абсолютно. Но есть определенные такие называемые грильные места, они правильно даже называются как, халабуда, место для гриля, грильхюте называется.
Там можно арендовать это место, обычно большой компании, там все сделанные очаги, где разводить костер, и где помыть посуду и тому подобное. Но наряду с этим существует также такая культура, как бушкрафтинг. Многие это знают. То есть люди, которые выходят в лес, гуляют по лесу, идут в походы на день, на два. Я с ночевками не хожу, а вот на дневные переходы такие, пораньше утром выйти, к обеду покушать, вечером вернуться. Ну, кушаю обычно редко. Как правило, для еды мне хватает пару батончиков, вот таких вот, всякие энергетические, либо самый простой сникерс и бутылка воды. Более чем достаточно, как правило. Но сегодня я хочу показать вам, как можно приготовить и в походе, и на рыбалке, в любой местности, где-то, что вы не дома, тоже вкусное блюдо. Но прежде всего хочу обратиться к вам с просьбой всегда носить с собой мусорные пакеты, чтобы не загрязнять природу. Кажется смешно, да что там, это перегниет и тому подобное. Ну, если вы принесли с собой, будьте добры, пожалуйста, унесите. И в следующий раз будете проходить где-то, вам самим будет гораздо приятнее находиться в чистом, аккуратном, ухоженном месте. Ну, ухоженный он есть какой есть, дикая природа. Так что берите с собой пакеты для мусоров. Перейдем к обзору того оборудования, которое я взял с собой сегодня. В первую очередь для приготовления я взял свою такую компактную газовую горелку. То есть на ней можно готовить. Идет специальный баллон небольшой с газом. То есть можно соблюсти пожарную безопасность. Я знаю, немцы многие ходят, у них есть так называемые щепочницы, но они дорогие, и не настолько часто я готовлю в походах, чтобы приобретать. Это же я еще ношу в коробке, чтобы там удобно складывать сразу какие-то другие вещи. Тут у меня еще продукты находятся тоже. С собой я сегодня взял термос. Здесь просто кипяток. Я его обернул на всякий случай, чтобы вдруг где протекет, мало ли в рюкзаке не расплескался. Потому что при готовке, чтобы не затрачивать лишний газ, проще добавить кипятка. Это вполне логично. Ну и тут у меня находится замороженное мясо. Оно было заморожено еще холодное в отдельном пакете. Можно брать контейнер, но это утяжеление веса. И так со всем оборудованием у меня достаточно много. Небольшую разделочную досочку взял свою. И вот этот набор я покажу вам немножко подробнее. Это именно котелки, в которых можно варить, готовить, и содержание внутри. Следующее – это то, что относится уже к тому, без чего я никогда не выхожу в походы. Неважно, тут я вам показывал пару километров до какой-то деревни, до того места, где живут люди. Но, тем не менее, в первую очередь у меня всегда с собой походная аптечка. Стоит она недорого. Отдельно у меня есть еще жгут кровоостанавливающий. Тут же всякие перевязочные средства, пластыри и тому подобное. Плюс я отдельно докупал. Здесь две вот этих вот так называемых палатки, не палатки, фольга. С одной стороны она золотистая, с другой стороны серебристая. Без этого никуда я не хожу. В принципе, это как стандартное у меня то, что с EDC всегда с собой имеется. В рюкзаке всегда. Плюс в машине всегда еще находится аптечка. Без этого нельзя эксплуатировать автомобили в Германии. Всегда у меня, на этот раз я, конечно, взял побольше зажигалку. Турбо такая. И самая обычная. Но обычно у меня 2-3 зажигалки с собой. Случиться может все что угодно. Это не какой-то там апокалипсис, либо еще что-то. Это в случае никаких-то неприятностей просто развести огонь. И всегда у меня с собой несколько ножей складных. Это разрешенные в Германии к ношению, поскольку он двуручный. То есть его нельзя одной рукой оперировать, открыть, закрыть. Это запрещено. Либо можно иметь нож, который можно разложить, сложить одной рукой, но который без фиксации клинка.
И когда иду в лес, я всегда беру, на этот раз я взял небольшой нож, он с одного монтажа, то есть который можно сделать какие-то усилия. Ножей у меня много, потому что, в принципе, мы с папой, с моим, делаем на продажу ножи, ножны. Я шью кожаные сам полностью. Всегда берите с собой. Немного нашли облака, но хорошо, чуть посвежее стало. Вот, перехожу к распаковке. Чехол аккуратный, с ним идет в поставке. Состоит из 2 чашек, то есть одной небольшой, из которой можно пить, и второй на 800 миллилитров. То есть это сделано из такого материала, которое допустимо готовка на огне. Только единственное, ручки надо будет отводить вот так в сторону. Хотите, можете на костре, хотите где-то. Очень удобно. В комплекте идет с ним также подставка под газовый баллон. И дома я оставил небольшая, но такая горелочка раскладная. Но я посчитал лишним ее с собой брать. А эта кружка, она с нержавейки сделана. И имеет резиновую накладку, чтобы удобно можно было брать в руку и не обжигаться при этом. Ну и покажу, что нужно для приготовления, вернее, что я взял. Это мой рецепт гуляша, это лесной гуляш. Так что, друзья, смотрите. Сейчас буду показывать с подсъемки. То есть у меня, как я сказал, 1 луковица, 1 томат. Тут болгарский перец и говядина 250 грамм, томатная паста. Потом тут у меня это жир для того, чтобы готовить. Где-то еще второй должен быть. Да, вот второй я взял на всякий случай. Это буттершмальц по-немецки называется. Потом у меня тут я взял сухих, перемолотых, вернее, измельченных грибов. Это соль и чеснок у меня тут находится, несколько зубчиков. Хмели сунели взял для вкуса. Порошок сухой паприки и перец. В принципе, вот это все, что и требуется для приготовления лесного гуляша. Сейчас я начну подготовку и уже перейдем непосредственно к тому, как это все делать. Все приготовление начну с того, что этот буттермальц, он же жир для готовки, я отправлю сразу в большую чашку. Не хочет, но мы сделаем. Я взял с запасом на всякий случай, вдруг чего пригодится. Как сказал, я взял, уже подготовил немного, вернее 250 грамм говяжьего мяса, то есть нарезал его порционно на мелкие кусочки, и он у меня лежал в морозилке, поэтому оно все хорошо, ничего не испортилось, оно еще холодное. Можно было запаковать в вакуум, но я не вижу в этом смысла. И тоже отправляю сразу все туда. Ну, как всегда, немножко измазался. Да, кстати, вот эта вот крышка, вернее, она же чашка, которая, она служит также и крышкой. То есть, когда будет тушиться, спокойно накрою, и будет все это как под крышкой бурлить. Ну, а дальше первым делом я почищу лук. У меня красная луковица, можно брать любую, берите шалот. Просто это было очень хорошее и еще поздней весной достаточно упругий. Лук я нарежу достаточно такими большими, грубыми кубиками. Так, масло у нас и мясо находится уже в чашке, поэтому зажигаю огонь. Можно слышать, пошел процесс, масло уже начало растворяться. Нам не надо немного обжарить мясо. В принципе, уже на этом этапе можно спокойно отправлять туда и лук. Тогда точно не пригорит. Пока мясо начало обжариваться, я нарежу, опять же, произвольно томат.
Ну, желательно все-таки помельче. Пока мясо обжаривается, я предварительно почищу чеснок. Чеснока надо брать где-то 2-3 зубчика, но у меня 2 вот таких хороших. Ну, это уже дело вкуса. Регулируйте под себя. Но обязательно берите чеснок. Сейчас я его кидать не буду сюда, потому что он потеряет свой весь вкус в процессе долгого томления, приготовления. А уже под конец я его добавлю. Да, вот это масло для жарки, это не маргарин. Но дома все-таки я предпочитаю готовить именно на масле, на растительном. А в поход с собой удобно брать из-за консистенции. То, что оно не разливается, не протекает. Положил аккуратно в коробочку. Ну, теперь уже можно отправлять томат, которому каждый рад. Пока я буду нарезать паприку, то сразу же буду отправлять ее в общий котел. То есть сильно мелко тоже резать не буду, поскольку это лесной гуляш. Можно уже немного посолить. Томатную пасту берите ту, которая вам больше всего нравится. Ну, в походных условиях удобно в тюбиках, либо в маленьких таких баночках брать. Сюда я где-то ложку, не, ложки 2-3. Так, теперь отправляю грибы. Не, это перец. Поперчить обязательно. Это молотый перец, но хороший такой. Обязательно столовую ложку красной паприки. У меня смешано немного тут и острая. А, вот он. Вот мои грибы. Это зонтики. Само собой, надо добавить хмели сунели. Это опционально. И заливаю все кипятком. У меня термос хороший, двухслойный вакуумный. Надо хорошо размешать все. Я попробовал по соли, перцу все хорошо. Подготовлю чеснок. Вот хорошо уже начал кипеть. Я уменьшаю газ. Накрываю. И оставляю на 20 минут минимум. Потом попробую по готовности. И нарежу чеснок. A few moments later. Ну вот, осталось минут 7. И я добавляю 2 зубчика чесночка, которые были измельчены. Вот время подошло, можно уже выключить. Дать немного остыть. Я пробовал на соль, на перец. Как по мне, так все просто идеально. Тем более на свежем воздухе. Я уже более-менее собрал все в одну кучу. И мусор, и другие вещи. Так что, как бы не хотелось тут посидеть еще пару часиков. Хотя, в принципе, никто не запрещает. Но до машины мне идти порядка часа. Так что сейчас я все это покушаю. Оно подостынет чуть-чуть. В принципе, порция это хорошая. До завтрашнего дня можно не кушать. Это просто великолепно. Сейчас попробую мяско еще. Если у вас будет возможность не 20 минут, не 25, как у меня в итоге получилось, а подольше, минут 40, то ставьте минут на 40. Если где-то, тем более, вы находитесь не в Германии, а в других местах, где можно развести костер, или у вас есть щепочница, потихоньку подкидывая щепки, то делайте минут 40. От этого только лучше будет. Но, тем не менее, мясо, его надо пожевать, но оно приготовилось, и оно вкусное. Что же может быть лучше на природе походить, потратить калорий, тут же их восстановить.
Ничего особо вредного такого тут нету. Ну, кроме, наверное, вот этого бутешмальц, потому что там жиров много. Но тем не менее. Горячее, но вкусное. Вот хлеба действительно не хватает. Но надо отвыкать. Сейчас я, может быть, переложу в эту чашечку, чтобы порционно остывало побыстрее. И доем, пойду назад и сделаю еще одно включение. Ну вот, мне осталось пройти до машины еще минут 5-7 всего. За спиной у меня лес, в котором я прошлой осенью собрал очень много маслят и зонтиков. Именно вот в этом околотке было очень много. Так что на этом мое дневное путешествие заканчивается. Если вам понравилось все или что-то, то напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть или про что хотели бы услышать. Пишите все, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Поднимается ветер. Вот, еще немного сделаю съемки. Ну, тут осталось буквально, как я сказал, минут 5 пройтись, и я буду уже в машине. Так что всем до скорых встреч. Всего хорошего. Пока.